friends! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео мы с вами поговорим о том, как организовать свои дни, свое времяпровождение во время карантина, скажем так, в домашней изоляции, да, и также поделюсь с вами, чем лично занимаюсь я. Все очень просто. Мы с вами рассмотрим буквально пятерочку правил, которые помогут держать хорошее настроение и быть в тонусе, не унывая. Так вот, правило номер 1. Очень простое. Соблюдение режима подъема и сна. Зачем? Очень просто. Затем, что когда придется вам вернуться в вашу предыдущую рутину, да, то есть ваш привычный график, когда вы работаете, когда у вас происходит нормальная обычная жизнь, как было до карантина, то вам просто легче будет вписаться, скажем так, в эту уже рабочую волну. Я советую вам не как психолог, а просто вот на основании своего опыта, на протяжении этих дней я тоже нахожусь дома, не воспринимать дни, проведенные дома во время карантина, как отпуск. Это на самом деле не отпуск, мы хорошо это понимаем, и, возможно, нам просто в любой день придется вернуться на работу. Поэтому, ребята, будем держаться и соблюдать это очень простое правило. Правило номер 2. Составьте список, план, либо расписание ваших дел на день для всей семьи. Может, кто-то из вас уже привык составлять себе планы, такие вот расписания на день, да, или там особенно, допустим, во время выходных, когда мы думаем, о, там вот стирка, уборка, а там гости придут. В этом случае это такой будет уже более рабочий план на дому, когда вы сами себе менеджер, вот, и если есть детки, то, конечно же, ваш план может быть либо расписание в первую очередь вокруг того, чтобы дети дальше продолжали проходить школьную программу, то есть, например, после завтрака, допустим, вот в вашем расписании после завтрака вы сразу делаете уроки, да, либо там вот домашние задания. Зачем это все? Затем, чтобы поддерживать ментальное здоровье в первую очередь. Ну и, конечно же, режим всегда помогает быть более организованным. Правило номер 3. Простое, конечно же, это физнагрузка. Не забывайте, пожалуйста, включать в свой график или свое расписание с пункта 2 физнагрузку. Например, можно найти какие-то простые упражнения онлайн, какие-то workouts, да, вот, либо просто на 5-10 минут включить любимую музыку и потанцевать, попрыгать вместе всей семьей, а почему нет? Либо, если у вас частный дом и погода позволяет, климат позволяет, ну, у нас сейчас снег идет, тем не менее, на велосипеде можно было покататься, вот, либо если снег, как у нас, то снеговика слепить, ну, то есть делать такие вещи, которые будут полезны для нашего здоровья. Следующее правило, номер 4. Ребята, обязательно общайтесь со своими родными и близкими. Благо, что сейчас онлайн-связь это позволяет. По телефону, видеосвязь, как угодно. И в особенности с бабушками и дедушками. Может, кто обычно довольно-таки занят, да, в обычной своей рутине и некогда звонить, связываться с родителями, то как раз это время хорошее хороший момент для того, чтобы поддержать друг друга, вот, может даже лучше узнать друг друга, то есть можно тоже использовать во благо своей семьи. Правило номер 5. Я думаю, оно будет здесь одно из главных, однозначно. Ограничьте, пожалуйста, как бы это странно ни звучало, просмотр новостей на тему коронавируса. То есть поставьте себе лимит час, либо максимум 2 часа в день.
Потому что если сидеть постоянно в соцсетях, смотреть ленту новостей, смотреть статистику, то от этого просто может быть депрессия, может быть внутреннее напряжение, кому-то захочется больше пить алкоголя, кто-то начинает больше курить. И если у вас в семье еще дети, дети тоже чувствуют это напряжение. То есть, если придерживаться некоторых правил, вот, в первую очередь вот, ограничение новостей, да, то у вас будет здоровая атмосфера в семье, и вы себя будете чувствовать тоже бодро, что немаловажно. А сейчас я вам хочу рассказать и показать, чем занимаюсь лично я и как провожу это время дома. Время карантина дало мне возможность нырнуть больше с головой в свое любимое хобби. И вот эту вот маленькую свою выставку картин я, скажем так, презентую впервые вот онлайн. И вы подумаете: ого, она еще и рисует. Но это маленький мой секретик. Как она рисует? В прошлом году мне на день рождения друзья с Англии подарили вот такую вот коробочку. Она мне пришла по почте через Amazon. Вот. И я так честно сначала посмотрела, думаю, что это за детский сад? Painting by numbers. Сразу начала открывать ее, конечно же, еще в машине. Вот. И моему удивлению не было предела. Такая вот картинка была внутри. Так. Потом вот еще такой листик. Сейчас я вам покажу крупным планом. Вот такой вот листик. Ну и, конечно же, целое полотно, которое вы уже видите здесь. Вот оно такое вот получилось нарисовано. Кисточки еще были и обязательно краски. Для меня был такой опыт впервые рисования по номерам. То есть, получается, что значит по номерам? Разобралась я быстро, да? Что значит по номерам? Ну, допустим, здесь вот вы видите номер 2. Это обозначает, что из своего набора красок вы ищете номер 2 и только его здесь рисуете. Либо вот там смотрим номер 10. Ага, значит ищем красочку номер 10 и ее здесь рисуем. Это акриловые краски. Их, конечно же, такое свойство, что они могут быстро высыхать. Поэтому надо быть внимательным и просто вовремя их закрывать, чтобы туда поменьше воздуха попадало. Вот. И, конечно же, это занимает время, но для тех, кто любит, то просто поглощает с головой. Есть картины разного уровня сложности. Эта картина, вот, она считается почти как бы детский вариант. Почему? Потому что здесь довольно-таки большие надо фигуры зарисовывать, да, то есть что не составляет труда. Вот такие вот большие, можно сказать, пятна вам нужно зарисовать, разрисовать, и тогда у вас получится полноценная картина. На этой картине я не остановилась и решила заказать уже потом следующую. Сейчас я вам ее тоже покажу. Вот, вернусь сюда. Вот так вот выглядит фотография. То есть я хотела что-то тоже такое в ярких тонах. И вот так уже выглядит сама картина. Ну, то есть вот здесь поставлю. Посмотрите. Ой, не очень видно, sorry. Похоже или нет. Мне, если честно, не совсем похоже. Там более коричневое, здесь вот такое вот сероватое. Возможно, это в связи с печатью, я так предполагаю. Но все равно мне предоставило очень большое удовольствие вот это все разрисовывать. Я, наверное, начала еще до Нового года, где-то в ноябре. Ну и сейчас была отличная возможность просто завершить эту картинку. И у меня сейчас в запасе еще две картины. Вот одна из них такая будет, такое вот полотно, холст. Опять же, вы видите здесь вот разные номерочки, которые надо заполнять краской, да? И вот у нас внизу краска, которую я вам уже показывала для примера. Эту картину и картину с Парижем можно легко приобрести на AliExpress. Я приобрела на Wish
Etsy.com. Хотела на Амазоне сначала, и да, там были аналогичные, просто такие же картинки, но цена их была, наверное, на процентов 30 дороже, а если заказывать с Китая, да, это будет дольше, но цена будет более выгодная. Покажу вам еще одну картину, мой будущий проект. У меня было огромнейшее удивление, когда я прилетели мы в Украину, и родные, вот, подарили вот такую вот просто сумасшедшую красоту. Здесь цвета, я очень люблю такие яркие цвета, разрисовывать такие вот, чтобы были там красные, розовые, оно мне очень поднимает настроение. И в данном случае здесь уже даже есть вот целая рамочка сделана, так? Ой, краски у нас и кисточки с другой стороны. Кстати, кисточки здесь намного лучше уже. И что приметно, что здесь производитель український, посмотрите. Ідейка.com.ua. Інструкція для розпису по номерах, розфарбовування, розмальовки в художньому стилі, напевно. Ну, вот так вот. Так что, ребята, если есть возможность приобрести что-то такое онлайн, и кто-то любит рисовать, ну, почему нет? Так что используйте время с пользой, вспоминайте свои хобби, вспоминайте, чем вы любили даже заниматься в детстве, организовывайте свой досуг, и всем хорошего здоровья! Пока-пока!